Итак, я довязала свою кокетку до того места, где я уже буду соединять. Сейчас я скажу свои размеры. Провязала я по прямой еще 5 рядов. Если смотреть по схеме, я начала с первого ряда, провязала первый, второй, третий, четвертый и еще раз первый. Всего 5 рядов. Итого у меня было 27 рядов с прибавлениями и 5 рядов без прибавлений. По прямой это 33 ряда у меня кокетка. Значит, по спинке у меня получилась ширина от регланной линии до регланной линии 48 сантиметров. Высота самой кокетки у меня 22 сантиметра. Ширина полочки 26,5 сантиметров. И вот здесь сейчас еще померяю. Регланная линия где-то 28 сантиметров, 27,5, 28. Вот здесь. Прекратила я прибавлять на высоте где-то 22 сантиметра. Да. Рукав. Ширина рукава сейчас 19 сантиметров. Значит, вот на этом месте я уже буду соединять спинку с полочками, и рукава уже провязывать не буду. Начать соединение нужно в ряду с веерочками, поэтому по прямой, когда вяжете, нужно закончить рядом с троечками. Я, как я сказала, закончила первым рядом, но это не важно. Вы можете закончить по схеме прямого вязания первым или третьим рядом. Главное, чтобы это был ряд с троечками, потому что соединять будем в ряду с веерочками. Итак, начинаю соединять. У меня это был первый ряд, значит, следующий у меня второй ряд. Провязываю по схеме прямого вязания. Первый ряд: 1 воздушная петля, столбик без накида, и в следующую арочку из 3 воздушных петель провязываю веерочек. Если у вас это третий ряд, то у вас будет по-другому начинаться ряд. Но это, как я сказала, не важно. Теперь я провязываю веерочки во все арочки из 3 воздушных петель. Провязываю их до первой регланной линии. То есть провязываю весь ряд по полочке. Только полочку. Провязываю полочку до первой регланной линии. Так я провязала все веерочки по полочке. Вот первая регланная линия. И в эту регланную линию вяжем половинку веерочка, то есть 3 столбика с одним накидом. 2, сюда же 3. Две воздушные петли. Пропускаем петли рукава. И в следующую регланную линию. Вот рукав пропустили. И в эту регланную линию вяжем вторую половинку веерочка. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть вот этот веерок
он, вот если его так соединить, то он вот он. Он просто разделен. Дальше точно так же в каждую арочку провязываем по веерочку. И так провязываем по всей спинке. Вяжем, вяжем, вяжем по спинке в каждую арочку веерочек до следующей регланной линии. Все веерочки по спинке провязала. Вот следующая регланная линия. В нее точно так же провязываю 3 столбика с накидом, то есть половинку веерочка, 2 воздушные петли, пропускаю петли рукава и в следующую регланную линию провязываю вторую половинку этого веерочка, 3 столбика с одним накидом. Вот рукав. Остается не провязанным. И дальше остается полочка вторая. Эту полочку провязываем по узору. У нас идет ряд с веерочками, значит, в каждую арочку провязываем по веерочку. Довязываем этот ряд до конца. И второй ряд идет ряд с троечками. Вот здесь я покажу, как дальше вязать. Провяжу до этого места ряд с троечками. Так я провязала по полочке ряд с троечками. И вот мое соединение. Вот этот разделенный веерочек. Последний по полочке веер провязала 3 столбика, 3 воздушные петли. И в серединку этого разделенного веерочка точно так же провязываю 3 столбика. Такая же троечка, как обычно. Это же серединка веера. Также точно вяжем сюда 3 столбика. Дальше продолжаем троечки. 3 воздушные петли в следующий веерок. 3 столбика. Вот получается вот рукав. Вот мы соединили полочку со спинкой. И теперь у нас ряд весь идет просто подряд все троечки. Точно так же провязываем по спинке все троечки. И в месте второго соединения точно так же в центр троечка. И довязываем до конца. Вот я закончила этот ряд с троечками. Вот во втором месте соединения вот рукав, вот спинка, вот полочка. Также точно в центр провязываем троечку и довязала вторую полочку до конца. И дальше продолжаем вязать по прямой. Полочку, спинку и полочку. Прямой ряд уже будет идти. Рукава не трогаем. Вяжем по прямой вниз, полностью по схеме вот этой прямого вязания. Повторяя 1, 2, 3, 4, опять 1, 2, 3, 4. Вяжем прямое полотно вниз. Я провязала немножко свой жакетик по прямой. Вот в длину. Пока еще, конечно, не закончила. Еще дальше буду вязать. И
Пока связала один рукав, и сейчас точно так же свяжу второй. И покажу, как это делать. Значит так, вот наш рукав. Вот место соединения, где мы соединяли спинку с полочками. Вот это место, где как подмышка. Находим регланные линии, которые были по краям от рукава. И начинаем вязание с центра первой регланной линии. В этот же центр мы соединяли полочку со спинкой. Сюда же вязали тогда вот 3 столбика. И сюда же, отсюда же, с центра, ну, то есть последний веерок регланной линии. С него же начинается вязание. Присоединяем ниточку. Можно ее привязать, можно сразу начать. Значит, вводим крючок в центр этого последнего веерочка. И сюда провязываем 3 воздушные петли, заменяющие 1 столбик. Сюда же еще 1 столбик с накидом. И сюда же 3-й столбик с накидом. И дальше у нас по схеме шел ряд с веерочками. И точно так же, начиная сразу с первой арочки, провязываем в каждую арочку по веерочку. То есть продолжаем узор. Этот ряд, я его назову соединительным рядом для рукава, начинается вязание этого ряда по лицевой стороне, так как все ряды с веерочками мы вяжем по лицевой стороне. Сейчас я довяжу этот ряд до конца, вот сюда приду и покажу, как соединить. Вот я провязала в каждую арочку по веерочку, полностью весь ряд. Вот начало ряда, где я провязала 3 столбика в регланную линию. И в конце вот регланная линия со второй стороны рукава. Вот она. Также точно в центр последнего вот этого веерочка. Вот последний веерок провязала в последнюю арочку. И в центр этого веерочка провязываю 3 столбика, так же как в начале ряда. 3 столбика с накидом. 2 и 3. Вот 3 столбика провязала. И присоединяюсь соединительной петлей к 3-й воздушной петли подъема, петле, откуда начинала вязание рукава. Вот ряд соединился. И дальше я буду считать с первого ряда. Этот ряд я в расчет не беру, чтобы не запутывались. Начинаю так. Первый ряд. 3 воздушные петли. Поворачиваем на изнаночную сторону. Вот 3 петли провязаны. И теперь в центр вот этого отверстия, которое получилось, провязываю еще 1 столбик с 1 накидом. Это будет серединка у меня. Именно здесь будет как бы шов идти. Вязать я буду по кругу, но поворотными рядами. И начинаю. Первый ряд. Вот этот ряд, как я сказала, соединительный я не считаю. Дальше начинается первый ряд. Дальше идет веерочек. В этот веерок в центр провязываю 3 столбика с накидом. 2 и 3. И дальше ряд с троечками, то есть 3 воздушные петли в каждый веерок по 3 столбика. Три воздушные петли в каждый веерок 3 столбика. Сейчас довяжу ряд до конца, в конце ряда покажу. В
В конце первого ряда я провязала в последний веерочек 3 столбика с накидом и присоединяюсь соединительным столбиком. Вот первое было у меня 3 воздушные петли и столбик. Не в третью воздушную петлю, а в сам столбик. Соединительный столбик. Дальше второй ряд. 3 воздушные петли. Разворачиваюсь на лицевую теперь сторону. И в эту же петлю вяжу столбик с одним накидом. Дальше в первую арочку, которая из 3 воздушных петель, провязываю веерок. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. Это ряд с веерочками. До конца ряда в каждую арочку по рукаву провязываем веерок. В конце второго ряда, вот последнюю арочку провязала веерочек и присоединяюсь к первому столбику соединительной петлей. Третий ряд. 3 воздушные петли. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. В эту же петлю провязываю столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Дальше идет веерочек. В центр этого веерочка вяжу 3 столбика с одним накидом. Дальше ряд с троечками. 3 воздушные петли, в каждый веерочек 3 столбика. Так провязываю до конца ряда. 3 воздушные петли, в веерочке по 3 столбика. В конце третьего ряда провязала в последний веерок 3 столбика, 3 воздушные петли и присоединяюсь к первому столбику соединительной петлей. Четвертый ряд. 3 воздушные петли. Разворачиваюсь на лицевую сторону. И в первую арочку, вот которая получилась, провязываю 3 столбика с одним накидом. В следующую арочку провязываю веерок. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. И дальше до конца ряда провязываю в каждую арочку по веерочку. В конце четвертого ряда последнюю арочку провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Так же, как в начале ряда. Присоединяюсь к 3 воздушной петле подъема. Пятый ряд. 3 воздушные петли. Разворачиваемся на изнаночную сторону. В первый из этих 3 столбиков провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. В веерочек провязываем 3 столбика. И продолжаем ряд с троечками. 3 воздушные петли, в каждый веерочек 3 столбика.
Так провязываем до конца ряда. В конце 5-го ряда провязала в последний веерок 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, и вот здесь было 3 столбика с накидом, в 3-й вяжем 1 столбик с одним накидом и присоединяемся к 3-й воздушной петле, откуда начинали вязание. 6-й ряд. 1 воздушная петля, разворачиваюсь на лицевую сторону, и в эту же петлю 1 столбик без накида. В первую арочку вяжу веер, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. И продолжая вязание этого ряда, в каждую арочку вяжется веерочек до конца. В конце 6-го ряда провязала в последнюю арочку веерок и присоединяю соединительным столбиком к столбику без накида, который я провязала в начале ряда. Соединительный столбик. Вот я провязала первые 6 рядов. И дальше, если вы хотите убавлять еще, дальше еще убавлять, я больше убавлять не буду. Если вы хотите еще убавлять, то повторяете снова с 1 по 6 ряд. Если вы не хотите уже больше убавлять, и вам эта ширина вас устраивает, повторяете с 3 по 6. То есть, если хотите убавлять с 1 по 6, не хотите, повторяйте с 3 по 6, с 3 по 6, с 3 по 6. Если посмотреть на схему прямого вязания, то 3-й ряд я провязала так же, как 3-й ряд на схеме. 4-й аналогичен 4-му ряду схемы прямого вязания. 5-й аналогичен 1-му ряду прямого вязания, 6-й такой же, как 2-й ряд прямого вязания. То есть, если без убавлений, повторяется схема прямого вязания. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. По схеме он 1-й, 2-й. Если хотите убавлять, то так, как я показала. В первом ряду не провязывайте вот эти 3 воздушные петли, и за счет этого убавляется 1 веерочек. У меня в начале вязания, когда я набрала на рукав, получилось 21 веерок по кругу. После провязывания 1-2 ряда у меня их стало 20. И дальше до конца рукава я их провязывала 20. В длину первый рукав, вот этот вот, я провязала, если не считать вот этот соединительный ряд, который первый был ряд с веерочками, а считать с того 1-го ряда, с которого я показывала, то я провязала здесь длину, так, сколько? 16 рядов и 17-й ряд обвязочки. Сейчас я на 2-м рукаве тоже провяжу на такую же длину и последний ряд обвязки вот этот покажу. Так, я провязала 16 рядов, как я сказала, рукава, и теперь 17-й ряд я буду вязать ряд обвязки. Вот у меня последний ряд, 16-й, это получился ряд, где у меня в начале и в конце ряда по 3 столбика, потом веерочки. 3 столбика в начале, 3 в конце. Соединяю этот ряд и уже не поворачиваясь на изнаночную сторону, по лицевой стороне буду провязывать в каждый веерочек еще такой же веерочек в центр. Здесь вот в центре, в серединке, получается он как собранный в один веерок, и поэтому отсюда же с центра я и начну. Половинку в начале ряда и половинку веерочка в конце. 3 воздушные петли заменяют 1 столбик, и тут где-нибудь центр еще 2 столбика.
Один и второй. Вот получится как 3 столбика. Вначале я свяжу, и вторую половинку веерочка я свяжу в конце. Теперь в каждый веерок я буду провязывать такой же веерок в центр. Центр веерочка. 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. Сюда же 3 столбика. Вот так, веерочек. И дальше опять так же точно. В следующий веерок провязываю веерок. И так до конца ряда. В конце ряда сейчас покажу, как соединю. Так, провязала я в каждый веерочек по веерочку. И в конце ряда, вот здесь, в начале я провязала половинку веерочка, теперь сюда же где-нибудь в центр мне надо провязать вторую половинку. 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик. Теперь 2 воздушные петли, которые в серединке веерочка, и присоединяюсь соединительным столбиком в первую, вернее, в 3-ю воздушную петлю, которую набирала в начале ряда. И вот у меня в центре тоже получился веерок. И над каждым веерочком по веерочку. Все, на этом рукав закончен. Здесь уже ниточку обрезаем, и рукав готов. Сейчас я скажу вам размеры, какие у меня получились. Длина у меня от подмышки, если считать, 13 сантиметров. Ширина 17. Вот такой коротенький рукавчик. Теперь дальше я буду продолжать вязать в длину свой жакетик, и потом покажу, как сделать обвязку. Итак, я довязала в длину свой жакетик. Весь он, конечно, в кадр не входит. Длина у меня сейчас получилась, я мерила вот от этой точки, от самой высокой, до низу 64 сантиметра в длину. И мне осталось сделать обвязочку по боковым частям и по нижней части. При этом по низу будет обвязка идти 1 ряд, а по боковым частям 2 рядочка. Но это я сейчас все покажу. Значит, закончила я вязание вниз рядом. Если брать схему прямого вязания, то это 4-й ряд. Тот ряд, в котором идут вот полвеерочка в начале и в конце ряда вяжется. 3 столбика. Вот этим рядом закончила, и отсюда я сейчас начну вязать обвязку. Так, я не сказала всего, я провязала от места соединения полочки со спинкой вниз 50 рядов в длину. После того, как я соединила, провязала 50 рядов. И вот этот 50-й ряд у меня, это 4-й ряд схемы прямого вязания. Вот отсюда сейчас начну делать обвязку. Итак, закончила я вот этот ряд, 4-й ряд схемы. И начинаю сразу же переходить на обвязку на боковую часть полочки. Провязываю 3 воздушные петли. Разворачиваюсь на боковую часть. И в первый ряд, вот этот ряд, который идет строечками, в этот ряд под крайнюю вот этот столбик провязываю 4 столбика с одним накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Выглядит уголок вот таким образом. И дальше я буду вязать веерочки
по всей боковой части полочки по одному веерочку, сейчас я скажу, какой будет веерок, в каждый ряд строечками. Вот эти ряды, где веерочки пропускаем, вяжем только в ряд строечками. Вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот так. В крайний столбик того ряда, где идет ряд строечками, вот с этими отверстиями. Так. Провязали 4 столбика, значит, и следующий ряд, вот который идет ряд строечками, провязываем такой веерок. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, сюда же 2 столбика с одним накидом. То есть здесь было веерочки вязались по 3 столбика, по боковым частям будем вязать вот такие веерочки по 2 столбика. Дальше следующий ряд вот этот строечками. Такой же веерок. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, сюда же 2 столбика с одним накидом. Вот таким образом. Дальше в следующий то же самое. 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Так провязываем в каждый рядок, как я сказала. Сейчас я провяжу самостоятельно до того места по полочке, где у нас начиналось прямое вязание. Вот так, если положить, вот шли прибавления по горловине, и вот пошло прямое вязание. Вот сейчас я до сюда, до вот этого разворота довяжу и покажу, как здесь связать. Так вот я провязала по ровной. Вот так каждый рядок, веерок. И пришла вот сюда. Вот идет крайний вот этот веер, который шел по прибавлениям, где прибавляли на горловину. Вот он заканчивается, и после него идет первый ряд прямого вязания. В этот первый ряд провязываем такой веер. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика с одним накидом. Дальше идет следующий боковой вот этот столбик. Его не пропускаем, а сразу же в него вяжем еще один такой же веерок. 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Вот. Это делается для того, чтобы хорошо развернулось вязание на боковую часть, на вырез горловины. Если у вас здесь не будет тянуть, можете здесь тоже попробовать связать вот такие маленькие веерочки. Но, скорее всего, вот эту часть подтянет. Она не развернется хорошо. Можете попробовать. Можно один, допустим, вот в этот ряд связать тройной веерочек, а в следующий связать уже двойной. Ну, по 2, то есть по 2 столбика. Это вам нужно будет посмотреть по своему вязанию. А дальше по всей вот этой боковой части, по V-образному нашему вырезу горловины, провязываем такие же веерочки по 2 столбика через один ряд. Один ряд пропускаем, следующий провязываем веерочек из 2 столбиков. 2 столбика, 2 воздушные, сюда же 2 столбика.
Дальше следующий ряд пропускаем, следующий провязываем веерок. 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Итак, продолжаем по всему вырезу горловины, пропуская через 1 столбик, провязывая веерочек. Дальше по рукаву и по горловине спинки такие же точно веерочки провязываются вот в эти арочки. Это наборный ряд, здесь четко видны арочки из 3 воздушных петель. В них провязываем такие же веерочки по спинке, по рукаву. А дальше также со второй стороны, где идут вот эти прибавления по горловине, здесь через ряд 1 пропускаем, во второй вяжем, довязываем до разворота на прямое вязание. Вот он, первый ряд прямой схемы. В последний ряд вяжем здесь веерочек 3 воздушные из 3 воздушных петель, и в первый ряд прямого вязания тоже веерок из 3 столбиков, не воздушных петель, из 3 столбиков. И дальше продолжаем по этой стороне точно так же в каждый ряд строечками провязывать веерочек. Веерочки из 2 столбиков. То есть так же, как я сейчас провязала эту сторону. Аналогично. Вот так вот положите, когда будете уголок вязать, и посмотрите. Если вот здесь не связать более такой, побольше веерок, то вот здесь вот будет видно, ну вот так как топорщица будет. Посмотрите, если не топорщица, то можете и двойной веерочек вязать. Так, и так показываю еще раз сначала. Значит, вот по полочке я вязала, начала ряд с 4 столбиков, потом идут веерочки в каждый ряд с дырочками, вот этими, ряд с троечками, веерочки по 2 столбика. Дальше в первый ряд прямого вязания по V-образному вырезу горловины провязала веерок по 3 столбика, в следующий же ряд веерок по 3 столбика, и дальше через ряд провязывала веерочки по 2 столбика, через ряд по всему V-образному вырезу горловины. Дальше перешла на рукав, на рукаве веерочки из 2 столбиков в каждую арочку из 3 воздушных петель. В регланные линии не вяжем, только в арочки из 3 воздушных петель. Дальше идет спинка, то же самое, по веерочку в каждую арочку из 3 воздушных петель. Дальше это второй рукав, то же самое, в каждую арочку из 3 воздушных петель. И переходим на вторую часть V-образной горловины. Точно так же через ряд провязываем по одному веерочку из 2 столбиков. И вот я дошла до второго угла, на второй полочке вернее. И теперь на второй полочке, на этом развороте, также нужно провязать 2 веерочка по 3 столбика. Вот у меня вот этот крайний веер с прибавлениями заканчивается. И дальше идет первый ряд. Так. Нет, вот первый ряд будет идти схемой прямого вязания. Начинаются вот эти вот отверстия. Значит, перед этим первым рядом провязываю веерок из 3 столбиков. 1, 2, 3,
2 воздушные, 3 столбика. И вот в этот первый ряд прямого вязания также провязываю такой же веерок. 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Вот у нас точно так же развернулся уголок. Дальше идет вторая полочка. Вторая полочка до низу провязываем так же, как провязывали на той полочке. То есть в каждый ряд строечками провязываем веерок из 2 столбиков. 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Следующий ряд строечками 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Вот получается, вот угол этот. Так провязываем до нижней части. Я довязала полочку вторую до нижней части. И в последний ряд, так же как в начале ряда, провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. 3 воздушные петли и присоединяемся к первой, вернее, к 3-й воздушной петле нижнего ряда. И с этой стороны у нас получился такой же уголок, как и со второй стороны, откуда начинали обвязку. Дальше, теперь будем вязать второй ряд обвязки. И начинается он уже с нижней части. Вяжем так. 3 воздушные петли подъема. И вот здесь вот в начале ряда у нас 3 столбика. Была половинка веерочка. В средний столбик провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. А дальше продолжаем вязание, провязывая в каждый вот этот веерок. По низу у нас шли веерочки, ряд с веерочками по 3 столбика. В каждый веерок провязываем точно такой же веерок. Центр веерочка провязываем 3, вернее, веерочки по 3 столбика. 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. И так по всей нижней части. Провязываем до конца по нижней части. И вот здесь на уголочке, где разворот на полочку, я покажу, как вязать дальше. Ряд веерочков по низу, по нижней части жакета провязан. Вот отсюда мы начинали вязание. Вот отсюда. Теперь в конце, значит, этого ряда по низу, вот здесь идут, вот эти были крайние 3 столбика. И последний из них во второй столбик провязываем
3 столбика. 1, сюда же 2, сюда же 3. Столбики с накидом. 3 столбика. Дальше. Вот в этот уголок провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петли. И сюда же еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Дальше переходим на боковую полочку. Идут 4 столбика с одним накидом, который мы провязывали в начале ряда. Так, 1, 2, 3. В третий провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. И так получается уголок. И дальше идут наши веерочки, которые мы вязали по боковой части и по горловине везде. Веерочки по 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. В центр каждого веерочка провязываем такой же веерочек. 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Следующий веерок, следующий. 2 столбика с накидом, 2 воздушные, сюда же 2 столбика с накидом. И так провязываем в каждый веерочек такой же веерок. И во втором ряду обвязки, который я сейчас начала вязать, на этих уголках, где идет поворот на V-образную горловину, где я провязывала 2 раза по веерочке по 3 столбика, в них я тоже провяжу по веерочку по 3 столбика. В остальные буду также провязывать. Со второй стороны, на второй, то есть полочке, то же самое. В месте разворота веерочки, в которых по 3 столбика, провязываю такие же веерочки по 3 столбика. И по сути у меня получается, что второй ряд – это у меня повторение первого ряда. То есть в те веерочки, в которых по 2 столбика, я провязываю такие же веерочки по 2 столбика. Там, где по 3, провязываю по 3. То есть повторяю первый ряд. Так я сейчас провяжу по полочкам, по горловине, по второй полочке. И приду вот сюда в начало ряда. В конце второго ряда обвязки вот я пришла. Вот мои 3 воздушные петли подъема, которые были. Вот низ изделия идет. Отсюда мы начинали вязать второй ряд обвязки. По полочке вот я провязала все веерочки. Дальше. Здесь идет 4 было столбика на углу. Во второй провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Дальше идет вот этот угол, где было 3 воздушных петли в предыдущем ряду провязано на углу. Сюда вяжем в центр 4 столбика с одним накидом. Четыре.
3 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. И присоединяемся соединительной петлей к 3 воздушной петле предыдущего ряда. Все. Вот такой уголочек у нас получился. Ниточку обрезаем. И работа закончена. Вот такие уголочки получились. Вот, если так смотреть, низ изделия. Здесь уголок. И вот второй уголок. Если хотите еще продолжать обвязку, то есть сделать ее пошире, может быть, кому-то ширины изделия не хватит, то можно, вот здесь я закончила вязание, а можно еще по низу один ряд провязать и 3-й ряд по полочкам и по горловине. И точно так же в уголок провязывать по 4 столбика, между ними 3 воздушные петли. Так можно широкую обвязку связать, это уже по желанию, кому как нравится. У меня получилось 1 ряд по нижней части изделия и по полочкам и по горловине 2 рядочка обвязки. Мне этого достаточно. Вот так получился у меня вот такой разворот, вот там, где я добавляла веерочки по 3 столбика. И все хорошо развернулось. Еще, если вы хотите, например, пришить сюда пуговки, сделать застежку, то здесь не надо даже отверстий для пуговиц. Если маленькие пуговицы, отверстия можно использовать вот эти вот, которые на обвязке. Если более крупные, то можно использовать как застежку более крупное отверстие. Поэтому это уже по желанию. Я, наверное, как обычно, если захочу застегнуть, буду использовать свою вот эту вот булавочку. Вот так. Или так. А может быть, и буду носить просто так. Все, на этом работа закончена. Мне осталось постирать мой жакетик, заправить ниточки. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Желаю вам приятного вязания, кто будет вязать этот жакетик по моему мастер-классу. На сегодня все. До новых видео.